Всем привет. Знаю, давно меня никто не видел, не слышал. Ну, случилось такое, что с PSN творится полный пиздец, по-другому это не назовешь. Все это из-за того, что, ну, связано это со всем известным фактом, то что пытаются заблокировать всем известный мессенджер, а под раздачу попадают все, ну, в том числе Sony и PlayStation Network. Поэтому у меня работает все через раз, все через жопу. И пока хотя бы что-то работает, поскольку стримить я не могу, хотел записать видосик. А видосик такого плана. Я в Warframe, слава богу, он кое-как, но запускается, загружается, можно в него еще гамать. Создал недавно, собрал точнее недавно пуху, причем пуху в прямом смысле. Это Зар. Я очень его хотел, помню. И решил не тестить его без видоса. Также я очень долго хотел Куартак. И набирал на него свой ранг. Будет два видоса. По Зару и по Куартаку. Сейчас мы попробуем Зар. Сразу давайте глянем его характеристики. Да, я уже впихнул один мод. Пока была возможность. Давайте мы его уберем. Чтобы изначально характеристики смотреть. В обойме всего 3 патрона, перезарядка 2,5 секунды, скорострельность 1,67. Статус почти 30%, в принципе неплохо. Ну, зарабатывать будет 1 из 3, скажем так. Шанс крит-атаки 17%, ну, тоже неплохо, в принципе. Это на начальных. Если все это раскачать, ставить правильные моды, то все это очень даже может быть неплохое. У него врожденный взрыв. Правда, есть один минус, можно подорвать самого себя. Как правило, это бывает, когда, если есть врожденный взрыв, можно взорвать самого себя. Да, и у него два режима огня. Пушка и шрапнель. В шрапнеле есть 3 статуса. То удар, пронзание, разрез, это все стандартно. Чего нет в пушке? Ну, в пушке есть взрыв. Попробуем и то, и то. Так, что у них еще? В принципе, больше ничем они не отличаются. 17, 17. Да, в принципе, больше ничем не отличается. Давайте впихнем мод обратно. И пойдем его на ком-нибудь затестим. Заодно и цестер докачаю. Давайте на Марсе. 10-12, 9-14, 11-13. А давайте на раскопках побегаем. Так, стоп. Чтобы нам никто не мешал. Марс, Марс, Марс. Поскольку нераскачанную пушку тестить на больших уровнях сложно, но на супер маленьких, таких как на Земле, допустим, это неинтересно, то берем среднее значение. В принципе, 14 тоже маленький уровень, но все равно с нулевым оружием будет оптимально, на мой взгляд. Попробуем, что из этого выйдет. Сейчас у меня еще через 4, если не ошибаюсь, часа соберутся парные роги. Да, наверное, я еще и по ним видос запилю. Если все будет работать, все будет хорошо. Шрапнель у нас работает как дробовик, а пушка как гранатомет. Весело заряжается. Вот и первая жертва.
Я, конечно, не совсем из него попал, но радиусом взрыва его забрало. Стреляет недалеко. Закидал туда. Ой, стоп, не то. Переключаемся на шрапнель. Дерево забрала его, ну ладно. Побежали ставить. Эскалатор. Останьте, ребят. Вот там подходите. Excavator is ready to go. Назад. Keep it powered and protected from enemy fire. Да, наверное, можно тестить и на уровнях повыше. Достаточно просто они убиваются. Вопрос, к чему они будут относиться, я так и не посмотрел, честно говоря, к чему она относится. К гранатометам или к дробовикам. Вероятнее, к дробовикам. Это может быть даже и к обычной винтовке. Вряд ли, конечно. Но начало впечатляющее. Разброс у нее большой, конечно. Дальность низенькая, но большой разброс, то есть выстрелить в упор. Нормально он полетел. Если в упор выстреливать кучу врагов, то он будет их раскидывать просто, как, не знаю, как тапком тараканов. Снаряды можно раскачать, в принципе, ну, про количество снарядов. В принципе, я ничего не поставил. Если собрать грамотный билд, то эта пушка будет, в прямом смысле пушка, еще раз повторюсь, потому что это не ружье, не винтовка, это пушка. Будет убивать. Давайте доставим еще. Ой, этот экскаватор отставим. И... Да, если еще радиус у нее расшить, увеличить скорость перезарядки, уменьшить точнее время перезарядки, ну, кстати, скорость перезарядки увеличить. Будет очень даже неплохо. А снаряды она использует одни и те же. И на одно, и на другое. Интересно, что патроны она использует? Я не обратил внимания, может, кто видел. Ну, сразу скажу, я ее, пожалуй, оставлю. Большинство оружия я выкачивал просто в рамку, потом продавал. Но эту пуху я оставлю. Ну, по крайней мере, только потому, что трупики весело улетают вдаль. Да, и смотрю, если перезарядить шрапнель или разрядить шрапнель, то придется перезаряжать саму пушку. Так, опять не спалил, какие патроны она использует.
We just uncovered. Выкинь каку. Патроны не для винтовки. Для дробовика тоже не подбирает. Значит, скорее всего, она использует патроны для снайперской винтовки. О. Сейчас, ребят, погодите, я отсканю. Будем дальше разговаривать. Ты где-то там, за горизонтом. Забавная пушка, мне нравится. Ай. Даже просто побегать, поугарать будет достаточно весело. А, кстати, насчет подорвания себя надо проверить. Да, себя можно подорвать. Это видно по щитам. The Grineer deteriorate over time. Is that what makes them violent? В принципе, по скорострельности ничего, а вот зарядка. Опять же, если стрелять по куче, то очень даже. Сделать, допустим, 2 выстрела в шрапнели, разрядиться на гранатомет и опять бахнуть. Ну, немного отвлекусь. Я сюда шел просто запустить пушку. The Grineer have no honor. В общем, кто задумается о комбинированном оружии, то ЗАР — это ваш вариант. Единственное, чтобы собрать ЗАР, вам нужно будет сначала собрать пенту, насколько я помню. Давайте это посмотрим. Да, драгун. Извиняюсь. Чтобы собрать ЗАР, вам нужно сначала собрать драгун. Ну, собственно, стоимость чертежа и что нужно для сбора ЗАРа вы видите это сейчас на экранах. Кому интересно, вперед, дерзайте. Сниму ранг мастерства нужен для использования. В принципе, несложно до 7 ранга дойти. Да и в принципе, если играть, то раскачаться можно быстро. Я притормозил чуть-чуть развитием и докачался пока только до 10. Сразу загляну в будущее. Про Куартак. Орудие добавили вместе с гулями Правдина Хайдалона. Чтобы его использовать, нужно 10 ранг мастерства.
Очень интересная винтовка, которая ведет себя как дробовик. По крайней мере, с того, что я знаю. 4 одновременных выстрела. Ну да, и получить можно его только за... в качестве награды за выполнение квестов в Цетусе на тех же равнинах. Ну, это о будущем. А так, по Зару. Зар штука стоящая. Надо брать. Ну, как минимум, выкачать в ранг. Если кому-то там не понравилось. Ну, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому кому как. Мне зашло. Штука веселая, забавная. Оно того стоит. Ну и всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и так далее, так далее, так далее. Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья, в PSN, ВКонтакте, все ссылки в описании. Также подписывайтесь на моего одного хорошего знакомого, который так же, как и я, начинает только ютуберскую деятельность. Ссылку тоже оставлю в описании. Все, всем спасибо, всем удачи.